Приветствую тебя, дорогой подписчик! На моем канале будет много интересного и познавательного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Вводная часть обсуждает новые и захватывающие открытия в астрономии, подчеркивая, что вопросы о конце Вселенной и возможностях существования жизни в космосе все еще остаются предметом научных исследований и обсуждений. Вселенная, которая существует уже более 13 миллиардов лет, может столкнуться с новыми вызовами, и постижение этих вызовов требует смелости и инноваций. Феномен электромагнитных космических ураганов, о которых говорилось в недавнем исследовании, предлагает новое направление для размышлений. Эти ураганы, которые образуются в ионосфере Земли, приносят новые возможности для изучения и понимания того, как могут выглядеть экосистемы в далеких уголках космоса. Электромагнитные космические ураганы, являющиеся новым открытием в области астрономии, будут предметом глубокого обсуждения. Астрономы обнаружили, что эти ураганы формируются в ионосфере Земли на высоте нескольких сотен километров. Ураганы состоят из активных вращающихся систем, которые проявляют уникальные потоки плазмы и сдвиги плотности. Они не только влияют на магнитные поля Земли, но также на GPS-сигналы, вызывая искажения, которые способны затруднить навигацию для современных технологий. Это открытие подчеркивает важность более глубокого изучения особенностей атмосферы ионосферы и их влияния на окружающую среду и технологические системы. В дальнейшем это может открывать возможности для изучения аналогичных явлений на других планетах, где такие же электромагнитные поля могут существовать. Например, крупные газовые гиганты, такие как Юпитер и Сатурн, имеют мощные магнитные поля и атмосферные циклы, которые могут быть приближенными к нашим космическим ураганам. Этот феномен может стать ключом к пониманию новых форм жизни, которые могут существовать в незаселенных уголках космоса. Некоторые ученые предполагают, что электромагнитные бури могут создавать условия, в которых микроскопические организмы способны существовать, извлекая энергию из радиации. Таким образом, открытие таких ураганов не только расширяет наше понимание атмосферы Земли, но и задает много вопросов об экосистемах на других планетах, где радиационные условия могут быть подходящими для возникновения жизни. Интересно, что возможность существования жизни на других планетах, питающейся именно такими энергетическими явлениями, ставит под сомнение многие привычные научные представления о том, что для жизни необходимы определенные условия. Как показывают исследования о бактериях, живущих на глубине до 3 километров в южноафриканских шахтах, организмы могут адаптироваться к самым экстремальным условиям. Эти уникальные бактерии не зависят от солнечного света и могут извлекать энергию из химических реакций, которые происходят в их экосистеме, используя серу из гидротермальных источников, получая питательные вещества из окружающих минералов. Это говорит о возможности существования жизни в самых неожиданных условиях, включая далекие планеты или их луны. Следовательно, новые исследования в области астробиологии могут предложить новые парадигмы о том, как мы воспринимаем жизнь на других планетах, базируясь на принципе, что жизнь может проявляться в самых широких спектрах. Какой еще ресурс может обеспечить жизнь на других планетах? Этот вопрос предоставляет новые горизонты для исследования экзопланет и их условия жизни. Исследования показывают, что для существования жизни необходимы 6 основных химических элементов – жидкая вода и источник энергии. На Земле жизнь получает свою энергию от Солнца, но на других планетах могут присутствовать альтернативные источники, например, гидротермальные источники или элементарная радиация. Традиционные представления о времени жизни Вселенной крутятся вокруг миллиардов лет, и эта концепция тщательно исследуется. Но сейчас у этих представлений может быть альтернативная версия.
Новая статья, представляющая свои работы, предполагает, что до конца Вселенной останется гораздо меньше, всего 10 миллиардов лет, а не 20 миллиардов, как считалось ранее. Этот радикальный пересмотр может сильно повлиять на то, как мы видим наше место в этом мире. Исследования показывают, что время жизни звезд может варьироваться. Например, наше Солнце имеет предсказанный срок жизни около 10 миллиардов лет, а на данный момент оно находится примерно на середине этого срока. Несмотря на то, что Солнце не доживет до конца Вселенной, если верить расчетам, красные карлики могут жить значительно дольше, до сотен миллиардов лет. Эти звезды обеспечивают более стабильные условия для существования экзопланет, находящихся на оптимальном расстоянии, что в свою очередь может вести к возможности существования сложной жизни. Также стоит отметить, что такие сценарии, как большое сжатие и теплая смерть, являются более оптимистичными для множества потенциальных форм жизни. Даже в условиях постоянного расширения могут быть области, где жизнь все еще могла бы процветать, пока Вселенная приспосабливается к новым условиям. Отдельного внимания заслуживает открытие экзопланеты в системе Альфа Центавра, ближайшей к Земле звездной системе. Это открытие подчеркивает, что даже в пределах нашего галактического соседства могут существовать другие формы жизни. Обнаруженный с помощью телескопа Джеймса Уэбба, этот газовый гигант – первый такой объект, исследованный методом прямого наблюдения. Обнаружение экзопланеты на расстоянии примерно в 2 астрономические единицы от звезды Альфа Центавра, задает множество новых вопросов о жизни. Планета может находиться в обитаемой зоне, но не обязательно будет иметь характеристики, позволяющие существовать землеподобной жизни. Даже если это газовый гигант, он может предоставить интересные возможности для дальнейших исследований. Интересно, какие методы могут помочь подтвердить это открытие. Этот процесс требует применения уникальных технологий, способных минимизировать лишний свет при изучении звезд и объектов, находящихся в их окружении. Если подтверждение будет получено, это будет значительное достижение для астрономии и астробиологии и даст возможность проверить теории о жизни вне Земли в условиях, максимально приближенных к тем, что доступны на родной планете. С открытием ледников на Марсе внимание ученых все больше сосредоточено на возможностях колонизации других планет. Ледники, состоящие более чем на 80% водяного льда, имеют потенциал для обеспечения жизни в будущем. Этот открытый ресурс обеспечивает не только воду, но и кислород и топливо. Это делает Марс серьезным кандидатом для будущих миссий, которые могли бы обеспечить ресурсами людей на протяжении длительного времени. Ученые полагают, что новые методы исследования, включая радарные измерения с помощью аппарата Mars Reconnaissance Orbiter (МРО), подтвердили наличие этого льда. Познания о ресурсе, таком как вода, не просто увеличивают шансы на существование жизни, но и могут стать опорой для будущих экспедиций на планету, что заставляет задуматься о колонизации других небесных тел. Ингредиенты будущего – жидкая вода, кислород и потенциальные источники энергии – доступны на Марсе в большом количестве, что открывает перспективы для создания баз и долгосрочных поселений на этой планете. Реальные примеры из области астробиологии показывают, как экосистемы могут быть основаны на новых ресурсах и как могли бы развиваться будущие миссии по людской колонизации. Обсуждая электромагнитные космические ураганы и источники энергии, которые позволяют поддерживать жизнь в самых экзотичных условиях, вопрос о конце жизни во Вселенной становится менее мрачным. Сценарии о возможной гибели Вселенной могут варьироваться, но открытие концепции радиолитической зоны обитаемости меняет привычные представления. Эта новая концепция предполагает, что жизнь может существовать даже на небодатных или далеких объектах, удаленных от традиционных светил.
Галактическое космическое излучение может поддерживать экосистемы, обеспечивая устойчивый уровень энергии, что позволяет микробам существовать даже в глубокой космической тьме. Таким образом, концепция радиолитической зоны обитаемости расширяет возможности научных исследований, утверждая, что жизнь может возникнуть не только на планетах, но и на свободных планетах-сиротах или их спутниках, которые странствуют по космосу. В заключение отметим, что каждое новое открытие только увеличивает наш вопрос о сути существования. Эти исследования подчеркивают важность науки и ту неизменную красоту, которую приносит Вселенная. Исследования о космических ураганах и их влиянии на сигналы GPS и магнитное поле Земли демонстрируют, насколько сложна наша реальность и возможность существования форм жизни в далеких уголках Вселенной. Экзопланеты, ледники на Марсе и бактерии, найденные в глубоких шахтах, создают основу для формирования новой картины о жизни не только на Земле, но и за ее пределами. Мы стоим на пороге открытий, которые могут перевернуть наше понимание о мире и месте человека в космосе, что позволит заглянуть в неизведанное, где скрываются бесконечные возможности. Мы можем утверждать, что чем больше мы узнаем о Вселенной, тем больше у нас вопросов, а значит и возможностей. Более глубокое понимание механизмов Вселенной будет способствовать нашей культурной и научной эволюции. Исследование Вселенной – это не только научная задача, это поистине большое приключение, за которым стоит наше стремление понять и освоить нашу природу в контексте бескрайнего космоса. Во многих смыслах это приглашение для будущих поколений продолжать исследования и открытие новых горизонтов, которые открываются на нашем пути.